у нас необычный автомобиль, настоящий француз, марокканского происхождения, белого цвета. Автомобиль создан для семейного отдыха, а также для деловых поездок и перевозок особо опасных грузов, но небольшого размера. А как вы думаете, кто предоставил нам любезный этот автомобиль? Компания Дуримар и Колеса. Мы находимся на побережье Черного моря, перед въездом в город Евпатория. Смотрите, какая сегодня чудесная погода. Закат идет, 27 градусов было днем. И мы решили снять обзор вот про этот чудесный автомобиль. Ну что хочешь сказать про этот автомобиль? Трудяга. Если посмотреть на автомобиль снаружи, то это не что иное, как класс B0. Существует таких автомобилей всего на Европу 4 комплектации, 4 разновидности. На Россию это всего лишь 2 разновидности. Это 1.6, 1.5 мотор и дизель. Соответственно, у бензина это 80 лошадей, у дизеля это 90. Renault Docker. Что хочешь сказать про Renault Docker? Ну, изначально странное название, наверное, покажется. Renault Docker. На европейские страны он поставляется как Renault Dacia. У нас это Renault Docker. В переводе должно было быть происходить Dog Walker, но почему-то он сократился и получился Renault Docker. Dog Walker. Трудяга для дока. Простой, удобный автомобиль. 15-й радиус, ничем не замысловатый дизель. Удобный салон, мягкий. Короче, автомобиль полностью создан для российской эксплуатации. Без всяких лишних излишеств. Отсутствие ксеноновых фар, отсутствие подогрева лобового стекла, отсутствие в нашей комплектации даже отсутствие подогрев передних сидений. Отличительной чертой данного автомобиля является то, что у него передние двери открываются в стандартном классическом варианте, а задние раздвижные, что очень удобно для перевозки грузов. Задние сиденья удобно складываются, и получается отсек почти 800 литров. А с учетом того, что он очень сильно грузоподъемный, задние усиленные амортизаторы, то можно перевозить большой груз, большого объема, да еще большой массы. Это простая оптика, к которой все привыкли наши российские автовладельцы. Обратите внимание, лампочка. Давно ли мы встречали лампочку? Здесь лампочка, там лампочка, здесь лампочка. То есть ее можно сменить без замены основного блока. У нас на всех автомобилях, как вы знаете, сейчас присутствует светодиодная оптика, и она меняется в сборе вместе с самой фарой. Здесь же можно просто обойтись заменой простой лампочки. Это, кстати, очень удобно, это действительно практичный автомобиль. Обратите внимание, какая антенна. Я давно таких не встречал, уже обычно плавники делают, а тут такой длинный крюк. Так, давайте посмотрим салон. Ну, что хочется сказать. Смотрите, во-первых, мы имеем с вами по старинке обычный простой ключ, который ни на что не меняется, кнопки здесь не существует, только путем вставления ключа мы имеем возможность завести машину. Соответственно, в нашей комплектации это обычная механика, автоматы на эту машину не ставят, поэтому, ну, в общем-то, что имеем, то имеем. Незамысловатая приборная панель, но очень эргономичная. То есть все, что нужно, на ней вроде бы есть. Все значки выводятся. Вот давайте посмотрим, какие значки вот на нашем автомобиле. Не так их много, но они есть. Вон подогрев сидений, АБС, вернее подогрев заднего стекла, АБС и трекшн контроль. Хочется сказать. Ну вот, например, давайте обратим внимание, где располагается блок управления трекшн контроль. Посмотрите, совершенно неудобное расположение. Отключение парктроников. На нашей машине есть парктроники. Управлениями фары происходит вот здесь поворотом обычной клавиши. Руль. Очень маленький руль. Мне, честно скажу, мне не очень нравится он. Действительно неудобное колесо, и причем при вращании иногда задеваешь руками. Вот посмотрите здесь, насколько близко расположены вот эти переключатели. Иногда просто задеваешь, и включаются дворники. Дальше магнитола. Но это, конечно, фурор. От французов я такого не ожидал. По наитию хочется взять, повернуть ручку, и магнитола заработает. Нет, это не громкость, это всего лишь настройка волны. Но это действительно очень неудобно, поэтому мы все привыкли, что вроде бы крутяшки, даже в немецких автомобилях остались крутяшки, но здесь такого нету. В этом автомобиле присутствует простой кондиционер. Выставление градусов происходит только по наитию. Обратите внимание, где у меня находится круиз-контроль.
но только что не у пассажирского сидения. Здесь подогрева заднего стекла. Ну, как я сказал, соответственно, нету подлокотника, что очень, очень неудобно при езде. Хочется положить руку правую куда-то, но тем более, если учесть, что это рабочая машина и приходится, если люди будут брать ее для перевоза на большие расстояния грузов, то неудобно, ну, реально неудобно сидеть. Так, что еще хочу сказать? Ну, огромная полка, если посмотреть, отсутствие боковых ручек, но зато есть полка, на которой можно складывать какую-то документацию. Ну, не знаю, насколько вам нужна эта документация. Дальше, вот я покажу. Нет зеркала, вообще нет. То есть вот документы кладите и все, а на боковом есть. Ну, так повезло, что кто-то может, а кто-то не может смотреться. Да, соответственно, на боковом у пассажирского сиденья тоже нет ручки, облегчающей посадку и высадку из машины. Да, еще маленький нюанс. Я не знаю, насколько он маленький, но вечером ни одна из клавиш не подсвечивается. Вот этот блок управления магнитолы не подсвечивается. Значит, соответственно, кнопки управления стеклоподъемниками не подсвечиваются. Автоматического режима закрывания стекла нету, приходится самому дожимать. На пассажирском сидении то же самое. Маленькая ниша для, ну, не пойму, для каких-то вот мелочей. И маленький совершенно бардачок. Дальше, что еще хочу сказать. Вот впереди присутствует такая ниша, типа карман, даже их две. Ну, тоже совершенно непонятно, для чего они созданы. Вроде как набросать, но это какой-то барахольный ящик получается. Так, что еще хочется сказать? Ну, давайте перейдем на заднее сиденье, сейчас покажем. Ну вот смотрите, пятиместный автомобиль, как выглядит сзади. Да, совершенно уникальная вообще система крепления пассажирских ремней. Еще какая-то по старинке, я не знаю, с какого автомобиля они сняли. Вот заднее пассажирское сиденье. Чтобы достать заднего пассажира, пристегнуть, придется тащиться через весь салон, тянуться вернее, зацеплять вот этот ремень. Я не знаю, насколько это удобно. И вот так вот пристегивать человека. Ну, возможно, удобно, возможно, нету. Как я и сказал, эти сиденья складываются, вот, причем без всякого усилия, всего лишь можно потянуть, и сиденье уже складывается. Можно сложить подголовник, и получается очень большое сзади пространство. Ну вот она, эта ручка, которая позволяет это мероприятие производить. На крыше, как вы видите, рейлинги, они позволяют крепить багажник. Но в данной ситуации у нас нету багажника, поэтому показать я ничего не смогу. Зеркала без подогревов, без указателей мертвой зоны, что тоже не очень удобно. Без повторителя, на этот сам повторитель вот на боковом крыле расположен. Да, еще у нас что? У нас с вами в комплектации есть противотуманная фара. Ну вот мы видим на заднем бампере 3 парктроника. Я не знаю, чем это обусловлено, почему 3. И проушина для крепления заднего буксировочного крюка. Ну, машина не очень имеет большой клиренс. Видите, где стакан пружины, наверное, сантиметров 15 от земли. Что, в принципе, затрудняет езду по пересеченной местности. Давайте с вами посмотрим, как открывается багажник. Так, и вот теперь хочется найти рукой здесь где-то крепление, да, или здесь? Нет, ошиблись, придется искать. Вот, это находится совершенно в неудобном месте. Французы не смогли придумать ничего иного, как сделать его в самом неудобном месте. Ну вот, достаточно просторный багажник. Вот он. Вот так снимается верхняя кофра. Мы видим с вами, что здесь располагается сразу баллонник, проушина и сам домкрат. Что еще? Да, управления здесь, соответственно, сиденьями нету. Маленькая лампочка, которая еле светит, причем с другой стороны ее нету. И в темное время суток можно практически не увидеть, что ты кладешь в багажник. А если еще надет кофр и у тебя что-то сверху лежит, то это вообще затрудняет просмотр. Так, ну вот с таким грохотом у нас закрываются двери. Теперь давайте посмотрим моторный отсек. Так, где у нас располагается открывание? Как вы думаете? Да, совершенно верно. Видите, даже уже в машине чуть-чуть, несколько месяцев, а уже отходит обшивка двери. Так. Ну вот он, маленький дизелечек, 1,5 литра, 90 лошадей.
достаточно так, ну я не скажу, что это громко, но и не тихо работает. Небольшое пространство, вроде бы они все запихнули, все расположено, все на своих местах, но тем не менее. Жидкость тормозная, омывательный бачок. Опять-таки, простой утеплитель. Доступ к фарам. Но нет, все-таки через снятие фары придется менять лампочки. Здесь достаточно тяжело подлезть, видно. К этой, может быть, еще и есть возможность подлезть, чтобы заменить лампочки. А к правой с водительской стороны не получится. Так, что еще? Ну, в комплектации были брызговики, передние и задние. Вот они, видны. Бак 60 литров. Средний расход по трассе сегодня составил... Мы машину гоняли достаточно далеко, чтобы посмотреть, как она ведет себя в разных условиях. Получилось, что по трассе она у нас расходовала 6,5 литров. По городу она расходовала приблизительно 7,5. Но это у нас встречалось очень много сегодня светофоров. Я думаю, что она будет расходовать гораздо меньше бензина. Ну что, теперь прокатимся. Вот мы решили испытать ходовые качества, тронулись, вышли на трассу. Ну что хочу сказать, первое ощущение, достаточно шумно, такое ощущение, что все-таки едешь в отечественном автомобиле, никакой шумоизоляции здесь нету, и я так подозреваю, быть не может, это все-таки не тот класс, не элит, это простой рабочий крестьянский автомобиль. У нас с вами механическая коробка передач, но вот я ушел на 4-ю скорость, достаточно нормальная, комфортная езда на этом автомобиле в пределах 130 км в час. Все, что начинается дальше, это уже начинается болтанка по дороге. И ну, здесь еще зависит все, конечно, от резины. У меня стоит штатная резина, это 17 радиус. Вот. Но это мягкая резина, поэтому все, что идет с завода, если вы хотите комфортно ехать на более больших скоростях, нужно, естественно, менять. Что хочу сказать еще про автомобиль. Посадка для высокого рослого человека, ну, чуть-чуть, конечно, мне не хватает. Ноги складываются, приходится некомфортно сидеть, но в целом сиденье удобное, хотя оно без всяких регулировок. Здесь нету ни поясничного упора, ни регулировки второго поясничного упора, то есть обычно бывает два. Простой вперед-назад спинка и вверх-вниз сиденье регулируется. Ну, хоть вверх-вниз, это и то хорошо. Для пассажира та же самая ситуация, то есть мы имеем с вами простые сиденья, которые созданы только чисто для работы. Пришел, поработал и ушел. Ну вот мы вышли на трассу, стоит заметить, что у нас расход небольшой, у нас порядка 5,4 литра идет дизельный, как я говорил раньше, это 90 лошадей. Ну, единственное, у нас скорость сейчас пока 80 км в час, попробуем разогнаться, посмотреть, уйти на 5-ю, может быть упадет расход. По паспорту заявлено как раз 5,5 литров, городской цикл в районе 9 литров. Ну, постараемся сегодня это проверить, насколько это соответствует действительности. Вот хочу сказать, что мы вот нажимаем на педаль обгона, еле-еле-еле, но вот она потихоньку начинает кочегарить. Но все это очень медленно и очень как-то нерезво, я хочу сказать. Вот смотрите, мы сейчас разгоняемся до 120 км в час, шум в машине прибывает, аж немного в ушах начинает жужжать. Ну вот я, как я и сказал, 120-130, дальше машина начинает просто вот из стороны в сторону, видите, она не слушается. Я пытаюсь, покажи, пожалуйста, рулем, вот, я начинаю рулем, и машина из стороны в сторону, она начинает себя подруливать. Мы разогнались до 130, и машина реально швыряет. Если боковой ветер начинает дуть на нас, то
словили радар, но не успели. Он ловит встречку. Нам повезло. Вот, кстати, аналог нашего автомобиля в российском исполнении. Это Lada Largos. Фактически на той же базе сделана B0. Вот. Но хочу сказать, что, естественно, автомобили нашего отечественного производителя стоят желать только лучшего. Вот на автомобиле есть круиз-контроль. Включили круиз-контроль на скорости 130, 2500 оборотов. Вот, несмотря на то, что это такая предельная скорость, все-таки нас очень сильно болтает. И если слышно, шум, конечно, неимоверный. Я могу, конечно, прибавить магнитолы, но она не сильно уберет при этом шум. Тут даже магнитолу не будешь слышать. Покажи, где включение автокруиза. Да, у нас самое интересное, это я уже говорил об этом. Включение круиз-контроля вот здесь вот в ногах. Ну, я не понимаю, почему, например, не на соседней двери, да, или еще где-нибудь, может быть, у задних пассажиров. Вот они сделали это в ногах. Да, еще посмотрите, как располагаются подстаканники. То есть подстаканники вообще нереально достать. Если сюда ставишь какой-нибудь большой толстый стакан, он практически не выйдет. То же самое сзади. Вот как можно вынуть стакан, находясь, ну, не знаю, чуть ли не для задних пассажиров. Ну, своеобразность у французов, конечно, отличается. Что сделаешь? Недоработанный автомобиль в некоторых моментах. Так, ну что, теперь испытываем ходовые качества. Да, еще посмотрите, насколько неудобное переднее, вернее заднее зеркало. Оно тоже без затемнения. Его приходится, если задний автомобиль идет, ну скажем так, вечером с включенными фарами, они чуть-чуть будут светить, то приходится только в ручном варианте его регулировать. Это, конечно, ну страшно неудобно. Отсутствие очешника, но это тоже об этом сказывается. Но я хочу сказать, что магнитола в данной ситуации, хоть она и без навигации в этой комплектации, но с Bluetooth уже можно разговаривать по телефону. Звук, правда, не очень. Позволяет играть MP3-шки, и есть разъем для USB уже. Да, то есть можно музыку слушать через вставленную 16-мегабайтную карту. Хочу показать, что на данном автомобиле хотя бы подробный компьютер, вот время, общий пробег, значит, пробег за день, расход литров в день и средний расход. У нас средний расход по городу составил 7,4 сегодня. Ну, как я и говорил, в принципе, не очень большой. 3,3, ну, текущий расход. Все, и 290 до заправки. То есть достаточно полный бортовой компьютер. И это очень удобно. Так, ну что, не показывает он у нас давление в шинах. Ну, наверное, это комплектация машины, либо, наверное, компьютер уже просто не приспособлен. Кнопки на руле, соответственно, вот они, две кнопки, это управление круиз-контролем. Они тоже ночью не подсвечиваются, что затрудняет движение. Ну вот хочу показать, как работает, мы дождались вечера, работает ближний свет, вот дальний. В общем, в плане освещения здесь действительно очень хорошо. И вот как выглядит подсветка приборки. Ну и как я говорил, специально остановлюсь. Вот основные клавиши управления воздушными массами. Основные, да, воздушные кнопки все подсвечиваются, а вот на руле ничего не подсвечивается. Вот. Я даже специально зажгу лампочку. Вот видите, ничего не показывается. И то же самое непонятно, что с открываниями. Здесь также.